Итак, еще немножко интересной истории в ваши умы о нашей любимой Праге. За мной находится Литейный склон. Это место многим знакомо как Метроном. Но мало кто знает, что здесь когда-то находился памятник Сталину. Представляете? Это была самая дорогостоящая и самая большая скульптурная группа в Европе. Во главе ее был непосредственно сам Сталин, а за ним якобы чехословацкие и советские граждане. А в народе этот памятник прозвали «Очередь за мясом», потому как, собственно, за Сталином и стояла та самая очередь. По задумке автора этого памятника, за Сталиным стоял якобы чехословацкий и советский народы, вот, граждане этих народов. Стояли они так ровненько в колонну, и, собственно, поэтому получилось, видимо, название такое народное — «Очередь за мясом». Собственно, не буду вас грузить лишней информацией, скажу лишь то, что до открытия самого памятника Сталин не дожил. Вот такая вот печалька, да. И, собственно, сам памятник простоял всего лишь 7 лет, и после смены политического курса был взорван. Представляете? Да-да, решили, что демонтаж этого памятника удовольствие такое дорогое, и его просто решили нахрен взорвать. Сталинисты были в шоке, конечно, но да, вот история показывает, что как только умирает вождь, меняется политический курс, меняются взгляды, но, к сожалению, нынешним вождям история не знакома, ничему не учится. Вот, ну, а вы приезжайте на такое красивое место. Кстати, что интересно, вот сейчас его, конечно, уже по фотографиям, да, вот судя по старым фотографиям, это место мало кто знает. Не было вот этой растительности, которая присутствует сейчас, из-за которой, собственно, не видно вот этих красивых каскадных ступеней. Но вот раньше было на самом деле так. А сейчас все в зелени, все это скрыто за растительностью. Вот, собственно, и тот метроном, и где вот эта вот красная конструкция с треугольничком, там, собственно, стоял Сталин. Кстати, еще одну интересность вычитал. В 90-х, когда Майкл Джексон приезжал с концертом в Прагу, организаторы решили на месте метронома, там, где, собственно, стоял памятник Сталину, поставить памятник Майкла Джексона. Ну, видимо, какой-то временный. Больше информации я не смог накопать. Кому интересно, почитайте. Вот так вот. Какое знаменательное место этот пражский метроном. Итак, ровненько на противоположной стороне этого Литейного склона находится изумительнейшая, красивейшая улица под названием Парижска. Вот, если идти ровненько по этой улице Парижска, кареты катаются, все как красиво. Так вот, если идти прямо, то попадаем прямо на Староместское наместье, Староместская площадь. Но это уже совсем другая история, которая будет рассказана потом. Так что, кто живет в Праге, не ленитесь, не валяйтесь на диване там все выходные, а гуляйте, наслаждайтесь этой красотой. Нам очень сильно повезло жить в таком прекрасном городе.